Александра Ильинична, я постараюсь выше радуги прыгнуть. Скажите, что делать? Мучить себя надо, мучить, понимаешь? Везде бегом. Бабушка, миленькая, все готово, идем в клуб. Сейчас, бегом, все бегом, бегом. К девушке на свидание бегом, с ней в кино бегом. Лифты, транспорт, все забыть, только бегом. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Выше радуги» 1986 года – советский детский музыкальный художественный двухсерийный телефильм по одноименной повести Сергея Абрамова, режиссера Георгия Юнвальд-Хилькевича, снявшего знаменитых «Д'Артаньяна» и «Трех мушкетеров» 1978 года. Фильм «Выше радуги» был снят на Одесской киностудии. Съемки проходили в Таллине, Эстонской ССР, летом-осенью 1985 года. Премьера «Выше радуги» состоялась 2 мая 1986 года по первой программе Центрального телевидения СССР. История подростка по фамилии Радуга, рассказанная в фильме «Выше радуги», была совершенно нетипичной для середины 80-х годов прошлого века. Волшебный сюжет, прекрасная музыка и песни – все это создавало необыкновенную атмосферу какого-то светлого, радостного праздника. Угадай, что я делаю? Стихи пишешь. Не, я плаваю. Где? В квартире, на столе. Заливаешь, парень. Я заливаю. Это телевизор заливает. Из него море вылилось. Так что прощай, друг Фокин. Уплываю в неизведанные морские просторы. Как уплываешь? Как уплываю? А просто. В окно. Больше всего удивлял зрителей главный герой, восьмиклассник Алик в исполнении Димы Марьянова. Он был совершенно не похож на мальчишек своего поколения, странно одевался, имел странную прическу и странно пел, голосом никому еще тогда неизвестного Владимира Преснякова-младшего. Фильм «Выше радуги» позиционируется как очень современная и очень музыкальная сказка, и получил известность прежде всего благодаря прозвучавшим в нем песням композитора Юрия Чернавского и поэта Леонида Дербенева. Именно с этого фильма началась популярность Владимира Преснякова-младшего, спевшего от лица главного героя фильма его песни. После выхода «Выше радуги» на телеэкраны практически все песни из этого фильма стали хитами. Засыпает синий Зурбаган, а за горизонтом ураган. С грохотом и гомоном путь свой начинает Зурбаган. «Выше радуги» актеры и роли. Дима Марьянов, Алик Радуга. Катя Парфенова, Даша Строганова, подруга Алика. Юрий Куклачев, Иван Иванович, заколдованный Иван Дурак, дрессировщик. Ольга Машная, Бутырина Ирина Михайловна, учительница физкультуры, БИМ. Галина Польских, Александра Ильинична, тренер. Татьяна Басова, Светлана Михайловна, учительница истории. Сирена Ахилоевна. Толя Красник, Борщев, друг Алика. Юра Хорошилов, Фокин, друг Алика. Михаил Боярский, отец Алика Радуги, композитор. Елена Аминова, мать Алика, модельер. Райт Озолс, Валерий Пащенко, соперник Алика по прыжкам. Иван Иванович, где вы? Алик, ты? Я же ничего не загадывал, я сам прыгну. Кеша, Финя! Вы здесь кота не видели? Ты что, кота принес? А собаку? Ну вот, кончились примерки, начался зоопарк. А мужчина такой смешной, меня не спрашивал. Алик, что с тобой? Коты, собаки, какой-то мужчина? Они, Нет, видимо, нам уже нужно вышли. серьезно поговорить. Давай, только сейчас. Сейчас мы не можем, сейчас мы с папой идем на премьеру. В картине Алик Радуга говорит голосом Дмитрия Харатьяна, а поет голосом Владимира Преснякова. В фильме «Выше радуги» 1986 года впервые в советском кинематографе был показан брейк-данс. Он тогда еще только входил в моду и был практически под запретом, как и рок-музыка. В эпизодических ролях в фильме сыграли известный клоун Куклачев, Наталья Ветлицкая, снялась в роли с кошкой, и Владимир Пресняков-младший. В конце фильма Алик читает строки из пьесы Шекспира «Гамлет» в переводе Бориса Пастернака. Как признавался позже Владимир Пресняков, Зурбаган настолько полюбился зрителям, что вместе со стюардессой по имени Жанна стал для него настоящим проклятием. Вам никогда не хотелось повалять дурака? Нет, никогда. Я очень серьезный человек. Подержите портфель. Пусть прыгают выше себя, как кузнечики. Видел? Я так и знал. Некоторые песни в оригинале можно услышать только в фильме «Выше радуги». Так ни на одном из старых дисков нельзя найти песен «Кот в мешке» и «Стеклянный мир» в исполнении Боярского и Вики Вородей. Фильм «Выше радуги» фактически можно назвать продолжением фильма «Сезон чудес», снятого Юнвальд-Хилькевичем в 1985 году. Фильм «Сезон чудес» тоже экранизация повести Сергея Абрамова «Мелодия раннего утра».
Катя Парфенова, Даша Строганова, после фильма «Выше радуги» снялась только в 2 фильмах. В кино больше не снималась, работала в модельном бизнесе. Послужной список Юрия Куклачева включает всего 2 киноработы, но, несомненно, яркой и запоминающейся остается лента «Выше радуги». Видеоклип на песню «Острова» «Спит придорожная трава», звучавшую в финале «Выше радуги», вскоре был показан в телепередаче «Утренняя почта». Как в стеклянной стране, здесь ничего никто не спрячет. Если видишь мир в сиянии голубом, значит будешь счастлив в нем. Значит будешь счастлив в нем. Фильм «Выше радуги». Сюжет. Мальчик по имени Александр Радуга, Дмитрий Марьянов, обладатель недюжинного воображения, мечтатель, сочиняет стихи и песни. В школе он уделяет много времени литературе, но по физкультуре у него плохие результаты. Однажды силой своего воображения он освобождает из плена волшебницу Сирену, Татьяна Басова, и она в благодарность исполняет его желание. Теперь Алик может лучше всех прыгать в высоту. Только чудо имеет одно условие: Алик теперь не может соврать ни единого слова. В другой раз, гуляя по лесу, Алик находит и освобождает из плена другого сказочного персонажа, Ивана Ивановича, Юрий Куклачев, известного как Иван Дурак. Он тоже может подарить своему спасителю исполнение одного желания, но при этом ему придется исчезнуть, а мальчику этого не хочется. Наоборот, он сам помогает во всем Ивану Ивановичу, исполняя его порой странные желания. На уроке физкультуры Алик демонстрирует свой новый дар. Его отправляют на школьные соревнования. Он прыгает на 1 метр 95 сантиметров в высоту и занимает первое место. Только Радуга недолго наслаждается своим даром. Взяв на себя вину подруги Даши, Катя Парфенова, он врет, и Сирена лишает его чудесных способностей. Теперь Алику предстоит выступать на городских соревнованиях, полагаясь только на собственные силы. Однако упорными тренировками он добивается подлинных побед и прыгает выше радуги. Оценим, купим. Оценивать будем 2 недели. За это время я из вас выжму все соки. И морковный, и яблочный, и желудочный. Ты откуда? Из 56-й. Это я тебя нашла? Да. Смотри у меня. По сути, весь фильм «Выше радуги» был омажем Александру Грину и его «Алым парусам». Город, в котором жили герои, напоминал сказочный Зурбаган. Любовь Даши и Алика – это романтическая история в гриновском стиле. И они тоже были обладателями летящих душ. Это выражение именно из «Алых парусов». Фильм «Выше радуги» наполовину сказка. Всякие чудеса, мифическая сирена, подарившая главному герою Алику и Радуге волшебный дар, заколдованный Иван Дурак, вода, льющаяся из телевизора и путешествие на столешнице по морю. А с другой стороны, герои-подростки ходили в такую же школу, решали те же проблемы, что и мы. У них было все то же самое, что у нас. Уроки, учителя, обычная физкультура, которая упорно не давалась поэту-романтику Алику Радуге. В свое время это был очень крутой, очень современный и близкий людям из 80-х фильм, соприкасавшийся с реальной жизнью и повседневностью. Фокин прыгает, Радуга приготовится. Зачем мне физкультура? Я же 100% иду в Литинститут. Чего она от меня хочет? Ее задача – воспитать из тебя личность гармоническую. Фильм «Выше радуги» больше ассоциируется с подростковой картиной, потому его часто ставили в эфир в школьные каникулы. Многие зрители признавали, что периодически пересматривают фильм-сказку «Выше радуги» 1986 года. Он стал одним из немногих фильмов, напоминающих о безмятежном детстве. Несомненно, только самые приятные воспоминания окружают ленту «Выше радуги». Актеры и роли надолго останутся в сердцах зрителей, всякий раз унося в счастливое школьное прошлое. Если не смотрели этот фильм, обязательно исправьте этот пробел. Картина «Выше радуги» пропитана доброй детской мечтательностью и наивностью, которой порой всем нам так не хватает. И в результате получается фильм, который не учит, а просто заставляет понять, что чудеса в жизни случаются. Но и от человека зависит многое, когда в результате упорного труда ты можешь прыгнуть выше себя, выше радуги. Как